На протяжении 25 лет никто не обращал внимания на старый склад на самой окраине города Благоевграда, Болгария. Это здание, покрытое слоем пыли и ржавчины, стало частью местного пейзажа, постепенно превращаясь в забытое место, о котором никто не вспоминал. Склад переходил от одной компании к другой, каждый новый владелец с трудом осознавал, что у него есть в собственности, пока однажды не пришло время провести уборку. Уборщик по имени Станислав, который работал в компании, нанятой для приведения в порядок старого склада, пришел на место рано утром. Он с трудом отпер приржавевший замок и, открыв дверь, сразу же закрыл ее за собой, в ужасе вызывая владельцев. То, что он увидел внутри, поразило его до глубины души. Помещение склада было заполнено дорогими автомобилями, которые были спрятаны здесь четверть века назад. Внутри стояли 11 заброшенных BMW, в том числе 10 классических пятерок модели и 34, и один универсал в мощной модификации 525. Станислав не мог поверить своим глазам, автомобили были в идеальном состоянии. Их кузова блестели, а салоны некоторых машин до сих пор покрыты заводской пленкой. Склад находился на окраине не самого большого города, и его текущий владелец, который с трудом нашел бумаги о приобретении помещения, был шокирован находкой. Он даже не подозревал, что предыдущие хозяева оставили здесь такие ценные автомобили. «Это похоже на историю из фильма», — сказал один из сотрудников местной прокуратуры, работающий над делом. Словно банда планировала какое-то масштабное дело, закупила мощные автомобили, но потом что-то случилось. Журналисты, прибывшие на место, начали задаваться вопросами. Кто оставил эти автомобили? Почему их бросили? И что же произошло с их владельцами? Поиск информации о владельцах автомобилей оказался непростой задачей. Все попытки установить их личность пока не увенчались успехом. Вскоре стало ясно, что автомобили будут выставлены на частный аукцион, и это привлекло внимание как местных жителей, так и коллекционеров со всей страны. Слухи о находке быстро разлетелись по городу. Люди начали собираться у склада, обсуждая возможные истории о том, как эти машины могли оказаться здесь. Некоторые утверждали, что это были автомобили, принадлежавшие криминальным элементам, другие же считали, что они могли принадлежать коллекционерам, которые по каким-то причинам не смогли забрать свои машины. Станислав, который стал свидетелем этого удивительного открытия, также начал размышлять о судьбе автомобилей. Он вспомнил, как в детстве мечтал о BMW, и теперь у него была возможность увидеть эти машины вблизи. Он даже предложил владельцам склада помочь с аукционом, надеясь, что сможет поучаствовать в продаже хотя бы одного из этих великолепных автомобилей. Вскоре местные власти начали расследование, чтобы выяснить, как автомобили оказались на складе и принадлежат ли они кому-то. Вопросы о прошлом этих машин стали актуальными, и каждый новый день приносил новые слухи и спекуляции. Некоторые местные жители начали предполагать, что в этом деле может быть что-то большее, чем просто заброшенные автомобили. С каждым днем интерес к находке рос. Благоевград стал центром внимания, и вскоре сюда начали стекаться журналисты, коллекционеры и автолюбители. Город, который когда-то был тихим и незаметным, вдруг оказался в центре событий, связанных с тайной и историей, которая могла бы стать сюжетом для фильма. Аукцион, назначенный на ближайшие месяцы, обещал стать одним из самых ожидаемых событий года. Люди со всей страны готовились к участию, надеясь заполучить один из редких автомобилей. А Станислав, который стал частью этой удивительной истории, продолжал мечтать о том, как однажды он сам сможет завести один из этих легендарных BMW и проехать по улицам своего города, оставляя за собой след из восхищенных взглядов. Тем временем расследование продолжалось, и каждый новый день приносил новые факты. Вскоре стало известно, что некоторые из автомобилей имели интересную историю, связанную с местной элитой и событиями, произошедшими много лет назад. Вопрос о том, кто же на самом деле оставил эти машины и почему, оставался открытым,
и это только добавляло интриги к уже захватывающей истории о старом складе на окраине Благоевграда. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.